Всем привет! Вы на канале nitka.kz. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию крючком сумки кроссбоди из полиэфирного шнура. По размеру сумка получилась высотой 19 сантиметров и шириной 22 сантиметра. Особенностью этой сумочки является то, что она разделена на два отделения внутри. В описании под видео я оставлю ссылку на магазин Wildberries, где вы можете приобрести фурнитуру для вязаных крючком сумочек. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Я желаю вам приятного вязания, и мы начинаем. Материалы для вязаной крючком сумки. Шнур полиэфирный, толщина 3 мм. Мне понадобилось 250 метров. Здесь в мотке 300 метров. Крючок 4 мм для вязания крючком и крючок 3 мм для вспомогательных работ. Из фурнитуры я использовала металлический замочек прямоугольной формы, крепление на болтиках. Два колечка, внутренний диаметр 20 мм. И для ремешка два карабина в форме сердечка. Начинаем вязание крючком сумки. Оставляем короткий кончик пряжи, набираем цепочку, 41 воздушная петля. Длина цепочки примерно 28 сантиметров. Первый ряд. Пропустите один стежок, введите крючок в следующий стежок и вяжите крючком 40 столбиков без накида. Мы закончили первый ряд, 40 стежков. В конце каждого ряда делайте одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Второй ряд. Вводите крючок за оба полустежка и вяжите крючком 40 столбиков без накида до конца ряда. Не забывайте, в конце ряда делайте одну воздушную петлю. Продолжаем. В следующем ряду опять вяжем крючком 40 столбиков без накида.
Итак, мы продолжаем с вами вязать крючком в высоту всего 22 ряда. Мы закончили, связали крючком 22 ряда по 40 петель в каждом ряду. Я считаю попарно 11 пар по 2 ряда. Итого 22 ряда. Давайте измерим нашу деталь. Получается длина 30 сантиметров, высота 16 сантиметров. Отрезаем кончик нити. Кончик полиэфирной нити можно поджечь огнем, чтобы пряжа не распускалась. И прячем кончик нити внутри стежков последнего ряда. Далее вяжем крючком донышко. Пропускаем первые 5 петель. Вводим крючок в шестую петлю. Берем новую рабочую нить. Оставляем короткий кончик. Делаем одну воздушную петлю. Далее вяжем первый ряд. Опять вводим крючок в эту же петлю и вяжем крючком 30 столбиков без накида. Отметьте 5 петель до конца ряда. Их мы не трогаем. Мы закончили, связали крючком 30 петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Далее второй ряд. Делаем убавку. Делаем 1 столбик без накида из 2. Далее вяжем крючком 26 столбиков без накида. И последние 2 остаются. Мы связали крючком 26 столбиков без накида. Последние 2 стежка мы делаем 1 столбик без накида из 2. Итого по окружности 28 петель. В третьем ряду мы опять в начале делаем убавку. 1 столбик без накида из 2. Далее вяжем крючком 24 столбика без накида. В конце ряда мы делаем убавку 1 столбик без накида из 2. Итого должно получиться 26 петель. Четвертый ряд. Вначале делаем убавку 1 столбик без накида из 2. Затем вяжем крючком 22 столбика без накида. В конце ряда делаем убавку 1 столбик без накида из 2. Итого 24 петли.
И далее самостоятельно вяжем 5-й ряд. Вначале убавка, затем 20 петель и еще одна убавка. Итого 22 петли. Мы закончили 5-й ряд. Итого у нас 22 петли. Далее вяжем крючком 6-й ряд. Вначале делаем прибавку. 2 столбика без накида из одного. Далее 20 столбиков без накида. В конце ряда у нас есть одна петля. В нее мы делаем прибавку 2 столбика без накида в один. Итого 24 петли. Продолжаем. Вяжем крючком 7-й ряд. В первую петлю мы делаем прибавку 2 столбика без накида в один. Далее 22 столбика без накида. В конце ряда остается одна петля. В нее мы делаем прибавку 2 столбика без накида в один. Итого у нас 26 петель. Далее вяжем 8-й ряд самостоятельно, прибавка 24, прибавка. Мы закончили. Итого у нас 28 петель. Далее вяжем крючком 9-й ряд, прибавка 26 петель, прибавка. Мы закончили 9-й ряд. Итого 30 петель. Отрезаем кончик нити. Берем новую рабочую нить, завязываем узелок, набираем цепочку 5 воздушных петель. Присоединяем цепочку к сумке. Обратите внимание, мы начинаем с лицевого ряда. Начиная с первой петли, вяжем крючком 30 столбиков без накида. В конце вяжем крючком цепочку 6 воздушных петель. И на этом заканчивается вязание крючком донышка сумки. Итого 10 рядов. Далее мы вяжем крючком вторую сторону сумки, пропускаем одну петлю и далее вяжем крючком 40 столбиков без накида. Итак, у нас здесь 40 петель. Далее мы продолжаем. Точно так же, как с другой стороны, вяжем крючком всего 22 ряда по 40 петель в каждом ряду. Мы закончили, связали крючком 22 ряда по 40 петель в каждом ряду.
Отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель последнего ряда. Давайте измерим. Получается длина 39 сантиметров. Далее мы вяжем крючком клапан сумки. Обратите внимание, что мы начинаем вязать там, где у нас идут парные ряды с этой стороны. Отступаем от края 7 петель. Вводим крючок в восьмую петлю. В конце ряда тоже отступаем 7 петель, отмечаем восьмую петлю. От маркера до маркера у нас 26 петель. Берем новую рабочую нить, оставляем короткий кончик, делаем одну воздушную петлю. Далее, начиная с этой же петли, вяжем крючком в первую петельку полустолбик с накидом, во вторую петлю соединительный стежок, в следующую петлю опять полустолбик с накидом, в следующую петлю один соединительный стежок. Итак, мы повторяем этот узор на все 26 петель, то есть 13 раз. В конце ряда мы заканчиваем этот ряд соединительным стежком и делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Далее мы продолжаем этот узор. В первую петлю делаем один полустолбик с накидом, в следующую петлю соединительный стежок. Далее опять один полустолбик с накидом, в следующую петлю соединительный стежок. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца ряда все 26 петель. 13 раз мы повторяем парный узор. Заканчиваем второй ряд. Здесь тоже в конце ряда соединительный стежок. И затем воздушная петля. Итак, мы с вами продолжаем вязать крючком этот узор всего 20 рядов. Мы закончили, связали крючком 20 рядов. Далее вяжем крючком последний ряд. Делаем просто столбики без накида, 26 петель. Отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель последнего ряда. Измеряем наш клапан. Получается размер 19 на 15 сантиметров. Переходим на донышко сумки. Обратите внимание, что мы вяжем лицевые петли по внутренней стороне сумки. Мы находим
место между пятым и шестым рядами донышка, закрепляем нитку и вяжем крючком 22 соединительных стежка. В конце делаем одну воздушную петельку. Далее вяжем столбиками без накида. Мы закончили, связали крючком 22 столбика без накида. Итак, мы продолжаем. Вяжем крючком по 22 петли, всего 22 ряда. Мы закончили, связали крючком 22 ряда по 22 петли, внутренняя перегородка сумки. Оставляем кончик нити примерно 50 сантиметров и закрываем последнюю петлю. Для сшивания деталей сумки я использовала пластиковую иглу. Также вы можете просто сшивать с помощью тонкого крючка. Соединяем все 3 стенки сумки вместе. Вначале закрепляем уголок и затем просто шьем ниткой порядно. Все ряды сопоставляем вместе. У нас на каждой из стенок сумки по 22 ряда. Делаем 22 стежка. Обратите внимание, в какой-то момент может стать немножко неудобно это делать. Вы можете не прокалывать иглой сразу все 3 стенки сумки, а делать это поэтапно. Вначале одну стенку, потом другую и затем третью. Мы закончили, сшили 3 части сумки вместе. Теперь у нас есть донышко. И здесь мы просто переносим нитку на правую сторону и шьем тоже поэтапно.
пришиваем все петли друг к другу. И в конце мы прячем кончик нити внутри петель. С другой стороны сумки точно так же прошиваем все 3 стенки вместе. Для этого мы берем новую рабочую нить, закрепляем ее на уголке сумки. Завязываем узелок и далее продолжаем шить пластиковой иглой или крючком. Итак, мы закончили, пришили все детали сумки. Теперь нам осталось только установить портфельный замок.
Далее вяжем крючком ремешок сумки. Оставляем длинный кончик примерно 15 сантиметров. Делаем одну воздушную петлю. Далее 3 столбика без накида в отверстие на карабине. В конце каждого ряда воздушная петля. Первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас 5 петель. Далее мы продолжаем. Вяжем крючком 112 рядов по 5 петель в каждом ряду столбиками без накида. Мы закончили, связали крючком длинный ремешок. И теперь нам нужно присоединить второй карабин. Вначале мы делаем убавку 1 столбик без накида из 2, затем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю 1 столбик без накида из 2. Последний ряд 3 столбика без накида. Вставляем длинный кончик 20 сантиметров. Закрываем последнюю петлю. И с помощью тонкого крючка пришиваем карабин к ремешку. Вот такой длинный ремешок у меня получился. Длина его 110 сантиметров вместе с карабинами. Теперь на сумочку мы прикрепляем колечки и затем к кольцам прикрепляем ремешок.
На этом видео мастер-класс по вязанию крючком сумочки кроссбоди из полиэфирного шнура заканчивается. Вот такая красивая сумка у нас получилась. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Также давайте еще раз мы измеряем нашу готовую сумку. Длина 22 сантиметра и высота 19 сантиметров. Длина ремешка 110 сантиметров. Это остаток пряжи от мотка 300 метров, примерно 50 метров осталось, то есть мы использовали 250 метров. Я желаю вам приятного вязания крючком. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!